Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 26 апреля. Сегодня день денежных сюрпризов. Поэтому обязательно возьмите купюру из вашего кошелька и скажите определенные слова для того, чтобы не только сонастроиться с энергиями Вселенной, но и привлечь новые деньги в свой кошелек. Давайте, друзья, далее все более подробно в этом видео. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. В комментарии давайте вместе с вами пропишем сегодня уникальную фразу, которую желательно не только прописать, но и проговаривать. Эта фраза звучит, друзья, следующим образом. Я открыта для новых возможностей и готова принять все блага, которые Вселенная приготовила для меня. С каждым днем моя жизнь наполняется изобилием, гармонией и успехом. Обязательно пропишите эти слова в комментарии к этому видео. Не забывайте прописывать ваше полное имя. Также хотим поблагодарить за донаты, друзья, за то, что вы нас поддерживаете и помогаете нам. Очень приятно. Итак, друзья, сегодня 26 апреля. Сегодня у нас с вами пятница, конец рабочей недели. Но сегодня особая дата. И сегодня день денежных сюрпризов. Дело в том, что сегодня, 26 апреля, этот день ассоциируется с материальным благополучием, со стабильностью и упорством. И дело в том, что Телец, который управляется Венерой и который находится в знаке зодиака Телец, который взошел к Солнцу, он сегодня отвечает у нас за финансы, за комфорт и за удовольствие. Поэтому этот день делает особенно благоприятным для того, чтобы сфокусироваться на материальных аспектах жизни. Кроме того, друзья, сегодня 26 число несет в себе вибрации чисел 2 и 6, которые, если мы их суммируем, дает число 8. А вы знаете, что число 8 – это число богатства, успеха, благополучия. Число 2 символизирует дипломатию, партнерство, адаптивность, в то же время как цифра 6 ассоциируется с ответственностью и вниманием к деталям. Именно эти качества помочь сегодня вам в достижении финансовой стабильности и привлечении в новых возможностей. Кроме того, сегодняшний день, друзья, подходит для того, чтобы вы проводили практики на привлечение изобилия, богатства и благополучия. Поэтому постарайтесь сегодня в любое время сосредоточиться на своих намерениях, чтобы привлечь богатство, и визуализируйте, как ваше материальное положение улучшается. И поверьте, как только вы начнете это делать, как только вы начнете делать искренне такие первые шаги, в вашей жизни может много чего измениться. Также постарайтесь сегодня избавиться от старых вещей, и это поможет устранять вот тот негатив, который, возможно, есть в вашей жизни, и тем самым вы сможете открыть двери для новых возможностей и финансов. Также обращаем ваше внимание в этот день для привлечения денежных энергий. Вы можете использовать следующие камни, такие как цитрин, нефрит или рубин. Именно сегодня такие камни нужно носить 26 апреля для того, чтобы привлечь денежные энергии к себе. Носите их с собой или, например, разместите рядом с местом, где вы работаете. Кроме того, не забывайте сегодня выражать благодарность за все то, что у вас есть в жизни. Благодарность не только улучшает ваше настроение, но и привлечет в вашу жизнь еще больше благ. Также в конце дня, 26 апреля, найдите время, чтобы подумать о тех хороших вещах, которые произошли с вами, и сознательно поблагодарите за них Вселенную. Теперь давайте поговорим о лунном календаре на сегодняшний день, что же он нам несет. Итак, друзья, сегодня убывающая луна в знаке зодиака Стрелец. У нас сегодня с вами 18-е лунные сутки, поэтому сегодняшний день ассоциируется с периодом завершений, а также для того, что нужно избавляться от старого. Также луна в знаке зодиака Стрелец подчеркивает нас стремление к свободе, к расширению границ и к
поиску истины. Вы знаете, что Стрелец – это знак, управляемый Юпитером, который символизирует оптимизм, жажду знаний и любовь к путешествиям. Кроме того, убывающая Луна в знаке зодиака Стрелец стимулирует нас завершить начатые ранее дела, особенно те, которые связаны с образованием, которые связаны с какими-то юридическими вопросами или даже дальними поездками. Этот день благоприятный для того, чтобы делиться своими знаниями, планировать будущие учебные какие-то проекты, избавляться от устаревших убеждений и представлений. Кроме того, эти лунные сутки связаны с символом крокодила. А это нас предупреждает о возможных скрытых опасностях и подводных камнях. Поэтому сегодняшний день вы должны быть очень осторожными. И если вы чувствуете, что не стоит рисковать, то этого, соответственно, не стоит делать. Кроме того, сегодняшний день обещает быть продуктивным в плане интеллектуальной деятельности, однако сегодня следует избегать споров и конфликтов, так как Стрелец может провоцировать на слишком прямолинейные и резкие высказывания, которые не всегда будут уместны. Это также время, когда стоит быть более открытыми к новым идеям. Также сегодня проводите аналитическую работу, которая, возможно, в дальнейшем принесет вам действительно хорошие результаты. Также сегодня будьте внимательны к своим словам и к действиям, потому что крокодил, как символ этого дня, предостерегает нас от обмана, предательства. Поэтому важно сегодня избегать нечестных поступков и двойных стандартов, при этом как в личных, так и в профессиональных отношениях. С финансовой точки зрения следует избегать спекуляций и крупных инвестиций, так как риск потерь достаточно велик. Также сегодня стоит остерегаться переутомления. Убывающая Луна в знаке зодиака Стрелец может привести к снижению энергии, что негативно скажется на общем состоянии здоровья. Поэтому во второй половине дня, особенно после 17 часов по Москве, постарайтесь уделить время отдыху, релаксации, чтобы восстановить свои силы. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, сегодня день, когда следует сосредоточиться на очищении организма и избавиться от того, что больше не служит вашему благу. В Стрельце, в знаке, управляемым Юпитером и ассоциируемым с бедрами, печенью, это время особенно подходит для очищения именно и помощи этим органам. Поэтому подумайте сегодня о легкой диете или добавляйте продукты и травы, которые поддерживают печень, такие как артишок, черный тмин, чертополох, куркума. Не забывайте делать сегодня упражнения. Включите в свою рутину упражнения на растяжку и укрепление бедер. Возможно, это йога, пилатес. Особенно это сегодня делать именно в этот день. Луна, когда в знаке зодиака Стрелец. На что еще стоит, друзья, обратить внимание касательно здоровья, то будьте сегодня внимательны к любым необычным симптомам или ощущениям в вашем теле. Ни в коем случае не игнорируйте предупреждения вашего организма. Также этот день не подходит для начала строгих или экстремальных диет, а также это может, к сожалению, привести к нежелательному стрессу для организма. Кроме того, избегайте сегодня переедания и употребления тяжелой пищи. Предпочтение следует отдать легким блюдам, которые легко усваиваются. Пейте сегодня и достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс и способствовать естественным процессам детоксикации. Также подумайте о том, чтобы сегодня пораньше лечь спать и больше отдыхать. Это поможет в восстановлении и регенерации вашего организма. Также подумайте о том, кого вы сегодня хотите поблагодарить, потому что благодарность имеет очень интересное свойство возвращаться вам в том или ином формате. Поэтому не бойтесь сегодня благодарить, именно благодарность поможет вам в решении тех, возможно, даже или иных вопросов. Что же касательно лунного календаря денег на сегодня, 26 апреля, то вы должны понимать, что Стрелец – это знак, который связан с расширением границ, оптимизмом и стремлением к росту. И это знак, который ассоциируется и с удачей, и с благополучием. Однако сегодняшний день призывает нас к осторожности и пересмотру текущих финансовых стратегий. Это время, когда следует завершить дела, а не начинать новые. Обратите на это особое внимание. В контексте финансов это может означать необходимость закрытия долгов, рефинансирования возможного кредита,
кредитов или переоценки тех вложений, которые вы планируете сделать в сегодняшнем дне. Также сегодня будьте бдительными, остерегайте слишком рискованных финансовых операций и избегайте инвестиций, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Также это день, когда стоит быть особенно внимательными к мошенничеству и всевозможным финансовым аферам. Кроме того, обращаем ваше внимание, избегайте сегодня спонтанных покупок. Лучше всего уделите время анализу, планированию. Создайте как вариант четкий финансовый план, который поможет вам двигаться и понимать те или иные тенденции, которые для вас важны. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам несет карта этого дня. И, друзья, сегодня карта дня выпала умеренность. И именно эта карта говорит нам о балансе, о гармонии и действительно умеренности, что особенно актуально в этот день, когда энергия спадает и требует внимательного управления. И вы должны понимать о том, что сегодня эта карта напоминает нам о важности поддержания духовного и физического баланса, а также о необходимости избегать любых излишеств. Также сегодняшняя карта умеренность нам говорит о необходимости в дипломатии и только во взвешенных решениях. В финансовых и в профессиональных делах следует избегать спонтанных действий. Лучше сосредоточиться на долгосрочном планировании и постарайтесь балансировать те или иные ресурсы. В личных отношениях нужно искать компромиссы и не допускать крайности в эмоциях или в тех иных ожиданиях. Также карта говорит о том, что нужно быть умеренным в расходовании сегодняшних денег. Также старайтесь, как мы уже сказали ранее, поддерживать умеренность в питании и в физических нагрузках. Ну и избегайте сегодня конфликтов и старайтесь найти общий язык с близкими людьми, потому что взаимопонимание и уважение чужих границ помогут поддерживать гармонию. Далее, друзья, поговорим о совете от Архангела Михаила на этот день, 26 апреля. Итак, друзья, на этот день Архангел Михаил призывает всех обратить внимание на свою внутреннюю силу и мужество. Как говорит Архангел Михаил, в каждом из нас есть бесконечный источник силы и защиты, который вы можете активизировать, чтобы преодолеть любые препятствия. Кроме того, в этот день, именно ввиду того, что энергия Стрельца активизирует стремление к истине, и обращаем ваше внимание, что Архангел Михаил напоминает о важности отстаивать свои идеалы, поэтому используйте этот день, чтобы защитить свои убеждения и действовать согласно своей именно моральным каким-то принципам. Также сегодня очень важно освобождаться от страхов. И именно Архангел Михаил говорит нам о том, что страх часто служит барьером на пути к личному развитию. Поэтому использовать нужно этот день для того, чтобы освобождаться от страхов. Также убирайте энергетические блоки и укрепляйте духовную защиту. Кроме того, Архангел Михаил напоминает о силе прощения как инструмента освобождения от прошлого и устранения душевных ран. Этот процесс не только способствует исцелению, но и открывает двери для новых начинаний и позитивных изменений в жизни. Кроме того, сегодня очень важно обратиться с молитвой к Архангелу Михаилу, прося его о поддержке и защите вашей жизни. Здесь молитва может быть самой простой. Например, Архангел Михаил, я прошу твоей защиты и силы, чтобы смело идти по жизни, защищая свои убеждения и освобождаясь от страха. Если вы сегодня оказываетесь в какой-то неясной, двойственной ситуации, вы не знаете, как поступить, обязательно обратитесь своими словами к Архангелу Михаилу, к высшим силам, к ангелу-хранителю, и обязательно в вашей жизни будут происходить изменения. Также, друзья, ввиду того, что сегодняшний день денежных подарков и сюрпризов, то именно сегодня в этот день обязательно проведите следующую практику.
Выберите купюру, возьмите в кошельке, но главное, чтобы это не были кредитные деньги. Купюра на ваше усмотрение, как с самым большим номиналом, так и с самым мелким. Смотрите, чтобы купюра была новенькая, чистенькая, и это может быть купюра, которую вы недавно получили, например, вы прямо интуитивно можете чувствовать, что это вот та купюра, которую вам нужно провести для практики. После этого возьмите купюру в руки и трижды в этот момент сосредоточьте свое внимание исключительно на купюру и трижды глубоко вдохните. Представляйте, как ваше дыхание наполняет ее светлой и мощной энергией. Теперь, держа купюру перед собой, четко и уверенно скажите следующую фразу. Эта купюра – источник неиссякаемого богатства. С каждым разом, когда она покидает мой кошелек, она возвращается ко мне утроенной. Мои финансы растут и процветают. Говорите эту фразу медленно и представляйте, как каждое слово запечатлевается на купюре, придавая ей особую силу и цель. После этого положите купюру обратно в кошелек и постарайтесь в этот момент на протяжении всего этого дня представлять, что у вас не просто купюра в кошельке, а та купюра, которая является магнитом, и она привлечет деньги в вашу жизнь. Поэтому эту купюру вы можете на следующий день даже потратить, но тратим мы только на то, что вам приносит радость и удовольствие. Вот такой, друзья, у нас с вами замечательный, прекрасный день. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. В комментарии напишите: «Я открыта для новых возможностей и готова принять все блага, которые Вселенная приготовила для меня». С каждым днем моя жизнь наполняется изобилием, гармонией и успехом. Истинно да будет так. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.